В большинстве своих случаев обзоры, которые записывают на аудиоустройство, мне кажутся странными, потому что в них самих очень мало того самого устройства. Мы полностью обзор запишем на данный микрофон и немного сравним его с другими. Погнали! Итак, стоит упомянуть о том, что этот микрофон мне предоставила фирма Fifine на обзор и сравнение. И сравнить они разрешили с любыми другими микрофонами, потому что они не боятся конкуренции. Но с любыми другими сравнивать будет странно, потому что у каждого микрофона, каждой категории есть своя целевая аудитория. Понятное дело, что у данного микрофона целевая аудитория — это геймеры, люди, которые записывают видосики, как я, какие-то подкасты и какой-то контент, в котором все равно важно качество звука. Почему все равно? Потому что в любом визуальном контенте в первую очередь важен звук, не картинка, звук. Итак, хочется рассказать сначала о характеристиках, а именно это однонаправленный конденсаторный динамический микрофон с кардиоидой. То есть все записывается вот в узкой направленности и не позволяет захватывать шумы другие. Сейчас ты слышишь более-менее почищенный звук, а вот сейчас ты слышишь звук окружения. У меня там что-то за окном, здесь вот вентилятор освещения, там вот компьютер. И, собственно, все. Я в основном записываю звук в полной тишине. У меня вот в основном вот так вот. И вот этот самый звук, который ты сейчас слышишь, он очень важен, чтобы получить вот такой вот звук. Почему? Потому что этот звук, так сказать, исходник, он должен быть правильным. И мне кажется, что здесь за свою цену очень правильный исходник. Потому что ты, когда корректируешь этот звук для каких-то там подкастов, особенно лайвов, стримов, это очень сложно получить так, чтобы твой звук, твой голос передавался правильно. Мне еще хочется показать тебе комплектацию, точнее коробку, в которой эта вся комплектация, а потом немного пробежаться по характеристикам. Итак, вот так вот коробка из себя представляет. Не знаю, что тебе там видно, но в ней не все просто так. А именно, здесь вот куча еще миллион просто, ну не миллион, ладно, 5 маленьких коробочек, вот таких вот. И они очень классно упакованы в плане того, что здесь вот там кабель, здесь вот пантограф, вот здесь вот, да. И я единственное, что бы хотел, чтобы на них были логотипы, что тут. И они были бы черными, там вообще цены бы вам не было. Но за свои деньги это классный микрофон. Почему? Потому что здесь есть паук, здесь есть микрофон, естественно, все кабеля, подсветочка и пантограф. За пантограф отдельный респект. За свои деньги, так сказать, бесплатные, который он идет, так сказать, в комплекте с микрофоном, это очень классный пантограф. Он, во-первых, черные пружинки. Ну ладно, у меня тут в покупном тоже черные пружинки, но покупной хлипкий. И стоит он на маркетплейсах около 1000 рублей. А здесь вот все классно. Когда ты раскручиваешь все, микрофон поднимается. Если надо опустить его, он очень плавненько опускается. Хороший пантограф, за то, что он идет в комплекте, отдельный респект. По качеству здесь меня все очень удивило, потому что, во-первых, он металлический. Во-вторых, здесь в целом очень классный паук. И вот хочется показать немного вам. Я не знаю, звук у вас плавает, не плавает, ужасен он или не ужасен. Но на диаграмме я этого вижу очень мало. Вижу очень мало. Классный паук, не знаю, пригодится ли вам как-то в движении, но какие-то там тряски во время какой-то активной игры, там задевания руками и так далее. Это все немного будет нивелироваться, а это тоже очень хорошо, особенно в каком-нибудь там лайве, в каком-нибудь там стриме и так далее. Дорогой друг, не забудь подписаться на этот канал и поставить лайк этому видео, потому что мое развитие этого канала очень сильно зависит от тебя. Спасибо. По подсветке тут у меня вопрос, к сожалению. Подсветка здесь имеет отдельное питание по USB, а именно здесь 2 кабеля USB, да, это хорошо для платы. Сама плата не имеет какие-то наводки от подсветки, а диоды в подсветке всегда вызывают наводку. Это просто факт. И вот эта светящаяся фиганда, которая здесь висит, я думаю, там вообще может быть все плохо, но
как бы 2 кабеля как-то не очень. Вот когда ты подключила к iPad, ищи еще одну зарядку. Да, я там имею кучу разветвителей. Это iPad все-таки, там переходник вообще должен быть в комплекте идти. Но как бы хотелось бы показать вам еще вот такую фиганду. Вот вы видите, да? Да. Можно сделать, чтобы он переливался даже как-то. Он сейчас переливается. У меня просто тут цвет на мониторе не очинский. Так вот. И это классно. Почему? Потому что меня бесит куча приложений для подсветки. Миллион. Для MCI одно, для Logitech другое, для чего-то другого Ambilight третье. И у меня там 5 или 6. Unity для G-Skill оперативы 4 или 5, 6. Я уже сбился со счету, сколько нужно. А потом, если у тебя еще там USB световая палка, еще одно приложение уже на телефоне, ты просто путаешься. Как это все настраивать, либо уходит у тебя миллион времени, а здесь просто кнопка. Просто кнопка. И это очень классно. Так вот, насчет кнопок. Здесь всего 2 управляющих элемента. Это кнопка подсветки и кнопка, которая отвечает за включение и выключение микрофона. А именно... И все слышно. Когда чувак становится красным, значит звука нету. Когда становится белым, значит звук есть. Классно? Классно в целом. Он сделан очень тоже прилично. Он прям как-то как будто не встроен, а как будто выгравлен в микрофоне. Блин, ну молодцы, ничего не скажешь. За свои деньги. Я не ожидал, что за свои деньги это хороший микрофон. Вот хороший микрофон за свои деньги. В сравнении со всякими другими микрофонами премиум или типа премиум качества, здесь все очень классно. Итак, сравнивать его с петличкой мы не будем, потому что это не его целевая аудитория, а сравнивать его стоит с микрофоном наушников, желательно премиум качества, и каким-нибудь микрофоном в 2 раза подороже. А у меня такой есть. Погнали. Когда я готовил это видео, я очень удивился, что здесь очень непотребное качество в сравнении с микрофоном. Да, для тиммейта или игры вдвоем, втроем там и командой, это в целом нормально. Но для какой-то записи серьезной или для какого-то стрима это просто... Итак, квадкаст от фирмы HyperX — это более тяжелая артиллерия, более дорогая цена, не менее чем в 2 раза. Отсутствие пантографа и, конечно же, огромный опыт фирмы HyperX, который, как ни странно, наделал кучу ошибок в изготовлении этого микрофона. Несмотря на то, что здесь один провод, здесь есть проблемы со звуком, а именно сейчас усиление в 90%, потому что ниже смысла нету, и если послушать исходник, то какие-то шумы. Откуда эти шумы? Вы можете обновить прошивку и убрать эти шумы, потому что у вас встроенная звуковая карта с ЦАП. Но нет. Как ни странно, встроенная звуковая карта с ЦАП тоже делает проблемы. А именно, если ты подключаешь внешние наушники, в Дискорде ты не можешь с них передавать звук. Почему? Потому что HyperX это приоритетно перебивает. Я не знаю, почему с Fifine такого нет. Поэтому дороже не значит лучше. А еще меня бесит немного, хоть он классно смотрится в кадре, но вот эта тень на лице, которую вы сейчас наблюдаете, а у меня здесь 2 светильника, и как бы поставить один здесь, не то чтобы нет возможности, это будет неправильно. У меня будет блик, как в одном из моего видео. Вот этот звук один из самых качественных, которые можно достичь в вебке. Это Logitech C920, одна из самых первых ревизий. И здесь очень хороший звук, я вижу, что вы его слышите. Это тот звук, который вы можете передавать во время созвонов, но никак во время там стримов и так далее. Это рабочий звук, но сравнить стоило. Итак, минусы, плюсы и выводы. Главный минус, конечно же, отсутствие мониторинга. Про мониторинг говорить много чего можно, например, что увеличение это будет размера, дополнительные платы, дополнительный шум возможно. И не всегда это нужно, в основном только в подкастах, но все же отсутствие мониторинга это все-таки минус. Второй минус — это, конечно же, невозможность никак запитать подсветку, если ты что-то делаешь с другого устройства, типа iPad. Это, конечно же, как-то немного странно и не странно одновременно. Я не знаю, как это вам подавать, потому что я первый раз такое вижу, честно.
Есть еще очень странный минус, это отсутствие кольца или кнопки или крутилки для усиления. Потому что не всегда удобно, вот я вижу коэффициент усиления в программе Audacity, и не всегда удобно его самому руками двигать. Поэтому, когда у тебя там стрим и так далее, хочется как-то либо горячий клавиш придется забиндить, либо хочется как-то вот подправлять, либо на звуковухе, либо, конечно же, на микрофоне. Да, здесь этого нету, и это немного тоже не радует. Итак, плюсы. В первую очередь, самый главный здесь плюс в том, что здесь хороший исходник. Когда нет звука, он не записывает никакой звук. Здесь очень хороший исходник. Он записывает тишину. Нет никаких фоновых шумов, нет никаких странных верхов. Ну и, конечно же, качество материалов. Я не ожидал. Это для меня самый главный здесь шок. Не только его качество записи, но и материал, из которого он сделан. Это металл, всякие штуки-дрюки, которые сделаны хоть и из пластика, но сделаны настолько качественно, что они смотрятся прям дорого. Дорого-богато. Один из минусов — это, конечно же, максимальная частота записи в 15 кГц. Да, можно будет попробовать позаписывать что-то там гитарное и так далее, но 15 кГц хотелось бы в 20 кГц превратить. И это был бы немного поинтереснее на верхах звук, но, конечно же, шумы будут поинтересней. И вы тоже будете звучать поинтересней, в кавычках, не всегда так, как хотелось бы. Поэтому здесь какая-то золотая середина есть. Ну, еще, конечно же, плюс в том, что у тебя паук, это и есть подставка. Ты можешь его расположить на столе, и это будет смотреться классно. Выводы, конечно же, ты должен сделать сам. Я максимально рассказал тебе об этом устройстве, о том, для чего оно, какое оно и как оно работает. А это самое главное для честного и правильного обзора. Спасибо, что посмотрел это видео. Не забудь поставить лайк и написать комментарий. Я был бы очень сильно рад твоим советам и твоему мнению. С тобой был Провальный. Пока.